Утро у нас вторника, 3 декабря. Я лишился прицепа. Приехал на базу в Умее и отцепил прицеп, поставил сервис. Вчера вот эту вот бочку привез им и поеду за доской. Поеду за доской куда-то в какие-то кусты грузиться, затем же в таких же кустах выгружаться. Поэтому посмотрим, что там сегодня выйдет у меня. Как раз мой прицеп притянули с сервиса. А, нет, не сервиса, его делают прямо на улице. Вот оно что. Я уже вышел с душа, тут до сих пор что-то происходит, что-то делают. Что они тут делают, я не знаю. Мне конкретно самому нужно было, чтобы сделали вот эту сторону. Гирлянда не работает, рожок с этой стороны. Ну и самое, тут вот смотка проводов корявая какая-то. В прошлый раз тут делали, меняли полностью барабан в сборе на, по-моему, этой оси. Мне надо было, чтобы сделали вот что. Вот эту вот штуку. Ее нужно поменять, поставить новую. Потому что дверь у нас это чуть-чуть вот сюда. Она... А, стоп, они прикрутили ее, типа, да? Ну, ясно, короче. Они ее взяли, прикрутили, выработанную деталь. И с гарантией сколько? 95%. Но то, что она открутится. В 4 часа вечера только сделали прицеп, отстоял 22 часа. Вот, еще мало ко всему сказали, что меня и загрузят сегодня, поэтому еду цеплять прицеп и поеду на загрузку. Что ж, вроде все горит, кроме рожка. Воздух вроде бы я не слышу, что шипит. Он шипел. Ну и здесь рожок нахер никто не делал. То есть здесь уже сам он, скорее всего, перегорел. Диод, там не лампочки, а диоды стоят. Ну, гирлянду сделали. Но смоток проводов, как висел, так он и висит. Нахер, кому надо. Вот, что они делали тут с мостом, с тормозами, я не знаю. У меня проблем не было. Это, возможно, какие-то... Заявка была раньше, кто ездил с этим прицепом, ездил с ним шеф. Вот он что-то там, может, и писал. Или в прошлый раз они что-то обнаружили, да исправляли. Короче, не знаю, еду на загрузку. Приехал я на загрузку. Фирма уже закрыта была, но... Так как логистика договорилась, то сижу, жду, у них сейчас ланч. Вот они тут толпой собрались. Кучкой у них тут ихний закуток. Обедают, короче, поведет меня на загрузку. На какую-то из этих зон. Загружусь, короче, поеду. Мне 400 километров до выгрузки в районе Сунцвала. И дальше посмотрим, что там будет. Ну и что там, где за выгрузка, я еще не понимаю, потому что по адресу пробивается какой-то горнолыжный курорт. Я так понимаю, там городок где-то рядом. В общем, буду сейчас загружусь и напишу, чтобы выяснили, где у меня разгрузка. Просто бывает, в задании смс-ку дадут, а в документах потом нормальный адрес пишется. Вот, посмотрим, этот случай или нет. Что ж, вышла у меня вот такая вот штука. На 13 метров загрузка. Только крайние две пачки по 13 метров. О, видали, как ровненько? 13, все. Короче, зря я ремни закинул. Ну так, прижму чисто вот эту пачку, чтобы не ботлялась. Одним ремнем, да тут одним ремнем. Ну, остальные завтра посматриваю обратно после выгрузки. Утро среды. Значит, здесь у меня примерная точка стоит, а здесь у меня точная точка стоит. И сейчас у меня задачка: либо мне повернуть, как показывает навигация, и одна, и вторая, либо все-таки проехать дальше. Почему так? Потому что впереди у нас там какие-то горы. Там будут, точнее, ну, холмы, ну, такое, не страшное, но подъемы могут быть. И там обозначение дороги просто какое-то ужасное.
Я не знаю, там может быть какие-то горнолыжные центры или что там, короче. Можно проехать дальше. Там хотя бы есть обозначенная дорога. Ну и вот я сейчас как бы хочу посмотреть, что я увижу вообще, какую дорогу увижу я, или я ничего не увижу. Поэтому будем сейчас решать, какой дорогой ехать. Здесь позволяет ширина дороги обгонять трактора, это хорошо. Но как бы грузовая ведет по этой дороге, то я еще хочу увидеть, если я увижу указатель на этот населенный пункт, куда мне надо, то мне это придаст уверенности. И вот я сейчас смотрю, что там нету нахер никакого указателя вообще, слова совсем. Что-то, даже не знаю, что мне тут вытворять. Давайте посмотрим, что там. Какой там будет поворот. Сверните на съезд направо. Затем поверните налево. Значит, что, я позвонил клиенту одному, мне перекинули номер другого, говорит, звони вот этому, он там по месту. Я позвонил второму, и он мне скинул точку, где меня именно разгрузят. Вот. Поэтому я сейчас еду в эту точку. Ехать мне 41 километр. Хорошо, что на улице морозик у меня. Минус 11. Поверните налево. Поверните налево. Ну, вероятнее всего, там только такие вот машины ездят. Ну, ладно, сейчас будем смотреть. Сейчас будем смотреть, куда нас тропинка приведет в среду утром. Ну, как бы уже недалеко не утро, 10:34. На мойке сходил, кофе взял. Так. Проедьте 41 километр. 307. Здесь якобы все, прямая дорога, то есть 40 километров до этого населенного пункта. Ну и дорога, номер там вообще что-то там, какое-то там 500 или 5000, там что-то вообще, я, короче, даже не разбирался. То есть на этой навигации грузовой скане номера нету, это дорога без имени. В гугле там какие-то цифры пишут, но обычно эти дороги, там где ездят трактора, там местные фермеры или еще кто-то. Но здесь пока что у нас широчезная дорога. Это очень интересно. Но здесь еще как бы вот мы проезжаем городок Матфорс. И возможно, когда с города выйдем, у нас что-то поменяется. Или все-таки у нас будет такая же дорога шикарная до точки назначения. Очень интересно. Здесь, в районе Сунцваля, местность больше похожа как Уральские горы, Уральский регион, вот Челябинская, Екатеринбургская область. Примерно что-то в этом роде. Ну и здесь, как видите, кстати, дорога называется Y544. Вот, Google так пишет. Ну и она пока что вполне нормальная. Я надеялся, здесь будет что-то вроде, как я когда-то в Херентесе в Норвегии там возил наверха домики эти все. Там были крутые дороги. Но здесь как бы обычная дорога какая-то. Скучная. Вот, наконец-то я указатель хоть увидел. Ну, здесь дорога немножко у нас сузилась. Ну, в целом, вроде бы пока нормально. 32 километра мне до этого Хасселла. Тут у них даже спорт, стадион и все дела, все как положено. Блин, солнце светит в окно. Хорошая дорожка у нас. Очень даже хорошая. Немного вверх дорога шла все 20 километров. Я не знаю, может быть на метров 300 я каких-нибудь поднялся. Мне остается чуть больше 6 километров до самого городка. Но у нас
еще после будет 10 километров куда-то в сторону какого-то там центра. Я, то есть, посмотрел. Сейчас, может быть, в городке остановлюсь где-то, если место будет. Более детально посмотрю дорогу, как она там с поворотами, заворотами, что там вообще будет происходить. То есть, ну, я, наверное, предполагаю, что там дорога пойдет вверх, резко притом вверх. Что ж, увидим сейчас все, как у нас будет. Спуск у нас идет к городку. Километр 300 мне осталось. Смотрю, тут даже кто-то когда-то чем-то подсыпал чуть-чуть. Ну, очень совсем чуть-чуть. Готовьтесь к правому повороту через 1 километр. Затем вы прибудете в конечный пункт через 170 метров. Через 600 метров поверните направо. Через 300 метров поверните направо. 307. Затем вы прибудете в конечный пункт через 170 метров. Поверните направо. Через 90 метров поверните направо. Захолустье какое-то, короче. Так, все меня ведут направо. Меня радует, что, конечно же, морозик стоит. 11-ка стоит, и хорошо. Так, инфа, но здесь как-то мне заезжать не особо хочется. Так, грузовую я отключаю. Осталось у меня 7 километров куда-то. Через 600 метров она поведет. Ладно, что ж. Примерно посмотреть. Вот будет поворотик какой-то тут. И дальше в целом вроде бы нормально. Ну что ж, сейчас посмотрим. Через 300 метров поверните налево. А, вот даже. Вот Hasella Sky Resort. Вот, собственно, мне и туда. Поверните налево. О, какой трясущийся этот снеговик. In cold outside. Прикольно. Так. Дальше у нас начинается козлячья дорога. Ну, не совсем запущенная, ездящаяся. Даже тоже смотрю, что подсыпана немного. Насколько я понял, там нас ждет какая-то стройплощадка. Ну вот. Потому что обычно по-другому не бывает. Какой-то либо дом там будет строиться, либо что-то еще. Так, здесь у нас пока идет спуск. Вот мне больше всего интересует подъем, будет ли у нас или нет. И у нас такой будет налево поворот интересный очень. Не хотелось бы мне, конечно, здесь цепи надевать. Но, судя по дорожному покрытию, если сейчас там куда-то вон туда на горочку то пойдет, то придется. Ладно, сейчас будем смотреть по обстоятельствам. Через 500 метров поверните налево. Куда нам нас там поведет? Через уже 400 метров. Ну вот у нас очередной указатель на мою точку, которую мне скинули. Поверните налево. Ну да. Четыре 5 километров мне туда он.
Я надеюсь, здесь она никуда вверх, эта дорога не пойдет, а просто будет по прямой. Здесь, да, тоже было посыпано, но это все уже рассосалось по сторонам. Ну, как бы в случае чего, конечно, стараться брать, выбирать этот по камням этим. Такой крупной какой-то щебенкой кто-то тут просыпал сам себе. Ну, это уже что-то поинтересней, чем Бода Йончопинг или Бода Майрана. Я лучше вот по такому буду ездить, периодически хотя бы. Не нужно, да, это тоже каждый день. Вот, но вот периодически что-то такое, когда выпадает, это довольно-таки неплохо. Тем более зимой. Вот едь и думай, что там за каждым поворотом тебя ждет, потому что ничего не понятно. Кстати, столбики натыканы, самое что интересное. Столбики натыканы. Поэтому ориентиры есть. Ну и самое, да, ну посыпано очень крупно, я аж чувствую, как у меня под жопой вибрация идет от этих камней. То есть это не так, как общественные дороги посыпают. Ну и красота, конечно, морозик дает знать, все блестит, все красивое. Здесь несколько дней уже держится мороз, поэтому ехать кайфуха. Если бы здесь сейчас была погода, как было, когда я на мусорке стоял за Мерседесом и не поднялся в итоге, то все, тут бы труба была, тут сразу нужно было бы еще с 14-й дороги надевать цепи, притом везде. И спереди, и на прицеп, и шмаровать сюда. Так, ну и дальше у меня на карте вообще в целом дорога заканчивается. Начинается поле, наверное. Озеро тут такое крутое, красивое, замерзшее. Километра мне осталось ехать. Что ж там интересно за Sky этот резорт? Ну и конечно было бы, да, сейчас интересно встретиться здесь с кем-то. Я имею в виду с грузовиком каким-нибудь. Ну вот с легковой даже неплохо будет встретиться. Я не знаю, пусть куда хочет деется. Нормально. Вот у нас и небольшой подъемчик такой идет. Вот дороги на карте такие примерно рисуются. Через 500 метров поверните направо. А, еще и повернем. Ага. Вообще отлично. Через 300 метров поворот и еще 700 метров потом проехать куда-то. Тут что у нас за некий корсет? Непонятно, хорошо, что нам не туда. Поверните направо. Ага, Затем вот оно что. поверните налево. Hasella Sky Resort. Так, повернем мы. И у нас даже есть навигация, вот. Метров поверните направо. Почитать. У нас Лифтер, Хотель, Баверн, Бьорнен, Максистуга какая-то и кемпинг. На ресепшн едем, да? Погнали, значит, на ресепшн, отлично. Вот так у нас шлифует она. Вот, а я тут дуростью занимаюсь. Так, так, так. Что у нас тут, где тут? Там что-то. Паркейринг, там нам не надо. Едем дальше. В туман прямо какой-то.
Где-то, может, кто тут на лыжах будет спускаться, с какой горки. Поверните налево. Так. Затем ваше место назначения Так, будет вправо. так. Во как. Во как. Вот какое Ваше место мне, назначения собственно, находится скинули. справа. И выезд потом в кирпич, да? Я так понимаю, да. Ну что, буду звонить, значит. Буду звонить. Ну и пойду посмотрю, что там под кирпичом, конечно же. Чтоб я потом выехал. Здесь-то я... Хотя... Не, ну здесь херово разворачиваться. Не, ну можно. В целом, если что, я крутанусь, но как бы... Особо так рваться я бы не хотел. Блин, ехал. Такая погодка была. Здесь прям в последнюю точку поднялся и... Туманец у нас. Ну что? Могу я тут, в принципе, и крутиться. Либо же могу сюда подняться потом. Спокойно как бы и также по кругу потом выехать. Ладно, это уже дело такое. Здесь разгончику взял. Вот эта горочка маленькая. Здесь, короче, уже нету асфальта никакого давно. Здесь все гравейка идет. Как щебеночная такая. Полностью все покрытие. Так, первую пачку 13-метровую вытащили. Он высовывал, я решил просто выехать вперед, чтобы было все это дело проще. И сейчас таким же образом выгрузим вторую пачку. Так. Вот и вторая пачка вылезла. Все, сейчас дам немного вперед и пойду брусья повыкидываю, им оставлю и закрою дверь. Плюс моего прицепа, что я сейчас запущу установку. Так, блин, неудобно мне. Запущу установку, чтобы прогрело мне кузов, и я спокойно скрутил ремни. Сейчас тот зверь должен завестись в теории. Минус 10 в прицепе. О, как. Это не весь его потенциал. Я вот жду, подловлю ли его или нет, или я замерзну быстрее на улице. Сейчас он на холостых протарахтит и должен включиться по-настоящему. О! Хе-хе-хе-хе. С таким спать, это, блин, вообще жесткач полный. Это такой, типа, знаете, доподобный термокин. Но это, в принципе, и есть термокин. И вот так он и валит. Что ж, получил задание на Худиксвал за макулатурой. Там я не был ни разу, проедем. Ну, здесь все по-простому. Сейчас я спущусь в этот городок. Получается, и по прямой до 4-й дороги, потом на Худиксвал. Ну что, залетаем на подъемчик. Ну, какой-то подъемчик, так. Пыль
Решил я не разворачиваться там, не корячиться. Зачем оно мне надо, когда я могу спокойно вот так вот красиво развернуться, правильно? Правильно. Здесь, я так понимаю, это уже отель какой-то или что это тут? Понятно. И здесь я остановлюсь, перекушу и поеду на загрузку. На следующем повороте направо. Первые даже знаки, что тут у нас поворот и сужение. Такие знаки это были поставлены в 90-х, например. Сужение мост, понятно. Через 300 метров поверните направо и затем через 140 метров поверните на... Приехал на загрузку, моментально меня загрузили. Сейчас на весах посмотрим, что у меня происходит. Ну, как бы я вижу, что все хорошо. 25 тонн где-то меня должны были загрузить. И вот, и все. И на выезд, и на выезд. Можно было еще, конечно, загрузить, я так смотрю по весам, но, как говорится, и так сойдет. И весы здесь короткие. Нужно вначале тягач взвешивать, потом полуприцеп. Ну вот. По звонку въезжаем, по звонку выезжаем. То есть становимся на весы, звоним по номеру телефона, референс номер, все дела. Вот эта вот девушка меня на тракторе грузила. Очень быстро, очень аккуратно. Выгрузка. И хотел вам продемонстрировать, как шведы починили мне дверьку. А вот так ее и починили. Если они не меняли деталь, ну, мозгов как не хватает, наверное, что деталь выработана, то хотя бы ее сдвинули бы подальше, но нет. Ее никто никуда не сдвигал. И она начала ходить, как я и говорил, что ее прикрутили. Но это все бесполезно. Поэтому она как ходила, так и продолжает ходить.
Сейчас меня заплюют. Ну а что сделать? У меня спецдоговоренность. Что? Козырная быстрая загрузка у меня. 2 машинки стояло в очереди, меня пропустили вперед. Здесь грузится линк. И здесь все по-серьезному, все с ремнями должны быть такие. Ну а мне ни хера не надо, никакие ремни. Красота. Все четенько, тонна 200 целая. И просто посмотрите на линк. А, он уже зачехлился. Ну короче, на каждый метр у него по ремню. Кошмар какой-то вообще. Кошмар просто. Ну его нахер эти линки. У меня приятель работает на линке. Разговаривали с ним вчера. И он мне... Чего у меня тут заклинило все? Рассказал такую историю, как они сейчас возят алюминий. 30... Сколько он сказал? 34 или 36 тонн. Загрузка. 49 ремней на алюминий. Нахер такая работа, мне ни за какие деньги не нужна. И это из Норвегии в Швецию. И ко всему этому у них 450 скани, которые вообще не едут по таким весам никак. Что ж, у меня дальше все по докатанной. Я еду, выгружусь, мне буквально 100 километров проехать. Выгружу это и поеду на L-Gigant грузиться на Бода или на Майорану. Все, друзья, всем спасибо. До новых встреч, пока-пока.